дважды в год, на еврейский Новый год Рош-ха-Шана и на мой день рождения, бабушка готовила тейглах. И только один раз в год она готовила имбирлах. Такая производная на Песах из мацы. Меня зовут Соня, вы на моем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить чего-то нового и хорошего. А мы начинаем. Маца 200 грамм, в пачке обычно 400, берем пол пачки. Мацу нужно поломать мелко, и я сразу это буду делать, обратите внимание, в друшлаг, чтобы сыпалась лишняя крошка. Занимает это все мероприятие буквально минуту, не больше. Размер, по сути, не имеет большого значения, потому что она будет еще ломаться в процессе. Вот такие сантиметра 1,5 сторона вполне достаточно. Очень мельчить не нужно. Сразу сделаем волшебное движение, чтобы вся мелкая крошка у нас вышла, она нам не нужна. Кстати, то, что остается, это, по сути, мацовая мука. Можете использовать дальше. А дальше все проще простого. Сковородочку ставлю сразу на весы. Буду готовить в сковородке. 200 грамм меда. 50 грамм сахарного песка. Имбирь. Если у вас есть порошок имбиря, возьмите примерно столовую ложку. У меня порошка не оказалось, поэтому я беру свежий, а свежий у меня есть всегда. Я его чищу, такой он у меня не очень молодой, ложкой уже не соскоблишь. Получается 20-30 грамм свежего имбиря я натираю сюда же в сковородку. Очень люблю, как пахнет имбирь, а как у вас с этим? Я балдею. Имбирь, сахар и мед, все в сковородке, самое время перейти к плите. И начинаем всю эту массу смешивать и разогревать. Дождемся, пока только начнем закипать. Буквально через минуту вы увидите, что мед становится таким жидким, он разогрелся. Какие-то первые бульки увидели. Всыпаем сюда нашу мацу. И теперь уже не отходя от плиты, постоянно перемешиваем. Каждый листик мацы должен быть обмазан нашей сладкой массой. Не бойтесь, что не хватит сладости, ее на самом деле хватит. Просто нужно постоянно помешивать. У вас всегда есть на дне какие-то остатки медовой массы. Через какое-то не очень продолжительное время маца начинает зажариваться, приобретать более яркий цвет. Уже все липко, к ложке все прилипает. Мы постоянно мешаем и дожидаемся запаха жареных орехов. Именно тогда все будет готово. И, конечно, цвет. То есть маца должна потемнеть, как бы пожариться. Далеко не отходим, постоянно помешиваем. Вот появляются уже прям темно-коричневые корочки. Удобнее всего, конечно, это делать в казанке, но вот у меня плита индукционная, поэтому у меня нет такой возможности. Если у вас есть, то, конечно, это будет прекрасно. Все, мне кажется, что достаточно. Разделочная доска. Можно намочить водой доску, но я стала делать, знаете, мочу бумагу для запекания, выкладываю на доску, сверху выкладываю нашу зажарку из мацы, пытаюсь придать ей какую-то прямоугольную форму. С бумагой это сделать гораздо проще, чем просто руками или лопаткой. И вот беру вторую смоченную бумагу для запекания и начинаю придавать этому всему прямоугольную форму. Аккуратно, это все очень горячее. Вот через бумагу это делать проще. Попробую немного помочь себе кондитерским шпателем. Да, кстати, с ним тоже совсем даже неплохо.
Попробуйте приспособить что-нибудь, что есть у вас в доме. Вот я сейчас подумала, почему бы мне не взять вот такая вот у меня есть для отбивания курицы штука. Она тяжелая, и ей же подобью края. Такой строительный момент. И оставляем, пока не остынет, полностью не остынет, чтобы была просто даже не теплая, а именно холодная. После этого будем нарезать. Ну вот и все. Вкусно, пряно, сладко, ароматно. Имбирь дает совершенно потрясающую нотку. Ну и маца с медом. Понятно, что это вкусно. Готовьте.